Некоторые города не разрушили, их просто поглотили так, что мир забыл путь к ним. Под некоторыми лесами целые столицы все еще молчат, крыши исчезли, планировка жива. Иные города пустыня запечатала, а вернула как предупреждение, высеченное в камне. Один город погиб за день, но сохранился лучше многих мест, переживших века. И один из самых странных потерянных городов, возможно, вообще не на суше. Цари, путники, царицы, монахи и археологи касались их, но никто не разгадал их. Земля хранит не одну историю, а множество, сжатых как тайный архив. Сегодня мы идем по следу 22 утраченных мест, и некоторые из них слишком целы. Сверху Сигирея выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Сигирее уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Сигирея уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. В V веке царь Кашьяпа превратил эту скалу в крепость после захвата трона. Через Сигирея прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Сады воды и зеркальная стена показывают. Роскошь здесь просчитали не хуже обороны. Шок не в том, что Сигирея построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Сигирея кажется цивилизацией, что лишь замерла. Даже сейчас вход льва делает всю цитадель театральной и почти параноидальной. Джунгли отступают за Сигирея, и путь уходит в еще более глубокий лес. Сверху Тикал выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Тикаль уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Тикаль уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Эти храмовые шпили поднимались выше 60 метров над мощным миром майя. Через Тикаль прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. На вершине силы Тикаль правил мощным городом в глубине леса Питен. Шок не в том, что Тикаль построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Тикаль кажется цивилизацией, что лишь замерла. Ни одно объяснение не закрывает вопрос, почему такой великий город был оставлен. Влажный полог леса сменяется дымом и пеплом, и путь входит в катастрофу. Сверху Помпеи выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Помпеи уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Помпеи уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. В 79 году Везувий запечатал повседневность в пепле, прежде чем люди все поняли. Через Помпеи прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Дома, граффити, пекарни и последние позы уцелели, потому что бедствие пришло слишком быстро. Шок не в том, что Помпеи построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Помпеи кажется цивилизацией, что лишь замерла. Помпеи страшны тем, что сохраняют само время в миде обрушения. Серый пепел сменяют розовые скалы, где другой город вырезан прямо в каньоне. Сверху Петра выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Петра уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Петра уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Набатеи вырезали Петра в песчанике и подчинили воду в беспощадной пустыне. Через Петра прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Запад почти забыл Петра, пока Бурхард не добрался сюда в 1812 году. Шок не в том, что Петра построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Петра кажется цивилизацией, что лишь замерла. Красота Петра скрывает, насколько продвинутыми были ее системы выживания. Пустынный камень раскрывается в геометрию равнины, где другой город указывает в небо. Сверху Теотихуакан выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Теотихуакан уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Теотихуакан уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Когда ацтеки увидели его, Теотихуакан уже был древним и пустым. Через Теотихуакан прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Его проспекты и пирамиды выстроены с масштабом и небесной точностью, внушающей почтение. Шок не в том, что Теотихуакан построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Теотихуакан кажется цивилизацией, что лишь замерла. До сих пор никто не ответил окончательно, кто построил этот город и почему он пал. Солнечный камень уходит во тьму, потому что следующий город скрыт под землей. Самый странный город пути, тот, что лежит у нас под ногами, пока мы не знаем. Каждый шаг в Деренкую уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Деренкую уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Деренкую заново открыли в 1963 году, когда в обычном доме вскрыли стену.
Через Деренкую прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. На полной глубине Деренкую тянулся на многие уровни и укрывал тысячи людей. Шок не в том, что Деренкую построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Деренкую кажется цивилизацией, что лишь замерла. Каменные двери, шахты и камеры говорят, что страх был встроен в архитектуру. Туннель выдыхает обратно к свету, где корни проглатывают целый храм. Сверху Тапром выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Тапром уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Тапром уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Археологи оставили Тапром во власти джунглей, чтобы природа говорила сама. Через Тапром прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Корни здесь не просто обнимают храм, они занимают, ломают и перекраивают его. Шок не в том, что Тапром построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Тапром кажется цивилизацией, что лишь замерла. Немногие руины заставляют время ощущаться таким живым и биологичным. Корни и лианы тают, уступая место обожженным колоннам некогда пылавшей империи. Сверху Персеполис выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Персеполис уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Персеполис уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Дариус I поднял Персеполис как церемониальное сердце Персидской империи. Через Персеполис прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Рельефы здесь превращают дань, порядок и имперский ритуал в камень. Шок не в том, что Персеполис построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Персеполис кажется цивилизацией, что лишь замерла. Огонь Александр в 330 году до нашей эры превратил сцену власти в предупреждение. Обожженный имперский камень растворяется в горном тумане над другим городом. Сверху Сьюдад-Пердида выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Сьюдад-Пердида уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Сьюдад-Пердида уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Народ Тайрона построил этот горный город задолго до прихода испанцев. Через Сьюдад-Пердида прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Густые джунгли скрывали это место, пока мародеры случайно не наткнулись на него в 1975-м. Шок не в том, что Сьюдад-Пердида построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Сьюдад-Пердида кажется цивилизацией, что лишь замерла. Даже раскопанное впечатляет, но намекает, сколько еще спрятано под лесом. Туман джунглей поднимается и открывает дома, вырезанные в пустынных скалах. Сверху Месса-Верде выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Месса-Верде уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Месса-Верде уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Предки Пуэбло строили дома в нишах скал, сочетая укрытие и обзор. Через Месса-Верде прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Эти жилища говорят об адаптации, планировании и глубоком знании сурового ландшафта. Шок не в том, что Месса-Верде построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Месса-Верде кажется цивилизацией, что лишь замерла. Засуха и социальное напряжение остаются частью истории опустевшего Месса-Верде. Каменные ниши уступают пирамиде, где сам солнечный свет становится змеей. Сверху Чичен-Ица выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Чичен-Ица уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Чичен-Ица уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Пирамида Кукулькан знаменита 365 ступенями и почти математической символикой. Через Чичен-Ица прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. В равноденствии свет и тень создают иллюзию змеи, сползающей по лестнице. Шок не в том, что Чичен-Ица построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Чичен-Ица кажется цивилизацией, что лишь замерла. Здесь астрономия, ритуальный театр и власть сплавлены в один каменный язык. Идеальная пирамида растворяется в каменном городе, вырезанном прямо из скалы. Сверху у Уплестихи выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Уплестихе уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Уплестихи уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. В Уплестихе жили с первого тысячелетия до нашей эры,
вырезая целый город в скале. Через Уплестихи прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Примерно 3000 лет это место впитывало слои веры и власти. Шок не в том, что Уплестихи построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Уплестихи кажется цивилизацией, что лишь замерла. Редко где одна каменная среда показывает такую длинную непрерывность истории. Хребет уходит в облака, где над горами висит еще одна крепость. Сверху Куэлап выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Куэлап уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Куэлап уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Народ Чачапоэс поднял Куэлап высоко в Андес, окружив его почти чрезмерными стенами. Через Куэлап прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Внутри его укреплений когда-то стояло более 400 круглых построек. Шок не в том, что Куэлап построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Куэлап кажется цивилизацией, что лишь замерла. Эта крепость снова задает старый вопрос. Какая угроза требовала такой цитадели? Облака редеют в пустынный оазис, где сталкиваются империя и война. Сверху Палмира выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Палмира уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Палмира уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Палмира разбогатела, контролируя пустынную торговлю между большими мирами. Через Палмира прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Царица Зенобия ненадолго сделала эту оазисную империю вызовом самому Риму. Шок не в том, что Палмира построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Палмира кажется цивилизацией, что лишь замерла. Современная война снова ранила руины, добавив городу второй слой трагедии. Пустынные колонны переходят в утонченный камень майя глубоко в Юкатане. Сверху Учмал выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Учмал уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Учмал уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Учмал – один из лучших уцелевших примеров изящного стиля Пуук. Через Учмал прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Пирамида волшебника выделяется овальным основанием и очень драматичным силуэтом. Шок не в том, что Учмал построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Учмал кажется цивилизацией, что лишь замерла. Здесь утонченность важна не меньше, чем сама монументальность. Декорированные фасады ведут к скрытой лестнице под другой пирамидой. Сверху Паленки выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Паленке уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Паленки уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. В Паленке Альберто Рус нашел скрытую лестницу к гробнице правителя Майя. Через Паленки прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Эта находка доказала, что пирамиды Майя могли быть и царскими гробницами. Шок не в том, что Паленки построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Паленки кажется цивилизацией, что лишь замерла. Паленки напоминает, даже знаменитые руины могут скрывать решающие сюрпризы. Погребенная гробница уступает месту целой горе, высеченной из одного массива. Сверху Элора выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Элора уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Элора уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. В Элора 34 вырубленных памятника, но Кайласа затмевает все. Через Элора прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Этот храм вырубили сверху вниз из одного гигантского каменного массива. Шок не в том, что Элора построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Элора кажется цивилизацией, что лишь замерла. Даже сегодня трудно поверить, что такой объем камня вообще смогли убрать. Вырезанный базальт сменяется невозможными полигональными стенами высоко в Андес. Сверху Саксайхуаман выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Саксайхуаман уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Саксайхуаман уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Саксайхуаман славится камнями таких размеров, что древняя логистика кажется невозможной. Через Саксайхуаман прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Швы так точны, что стены переживают землетрясения без всякого раствора. Шок не в том, что Саксайхуаман построили,
а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Саксайхуаман кажется цивилизацией, что лишь замерла. Именно эта точность до сих пор питает споры и восхищение вокруг крепости. Совершенство анского камня уступает символу классической Европы. Сверху Акрополис выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Акрополис уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Акрополис уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Партенон успел побывать храмом, церковью, мечетью и даже пороховым складом. Через Акрополис прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Взрыв 1687 года тяжело повредил его, но руина все равно властвует над Атенс. Шок не в том, что Акрополис построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Акрополис кажется цивилизацией, что лишь замерла. Акрополис выжил не потому, что его не трогали, а потому, что его постоянно переосмысляли. Мраморные высоты обрываются к морю, где геометрия все еще спорит с наукой. У Йонагуни загадка начинается еще до погружения. Море прячет ответ на виду. Каждый шаг в Йонагуни уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Йонагуни уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Йонагуни спорен потому, что его террасы и углы выглядят слишком намеренными. Через Йонагуни прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Дайверы сообщают о поверхностях как лестницы и острых гранях под водой. Шок не в том, что Йонагуни построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Йонагуни кажется цивилизацией, что лишь замерла. Главный спор так и не закрыт. Это монумент или просто геология? Синяя вода поднимается в муссонные тучи над величайшим храмовым городом Камбоджи. Сверху Анкор-Ват выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Анкор-Ват уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Анкор-Ват уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Анкор-Ват – крупнейший религиозный памятник Земли, переживший закат империи. Через Анкор-Ват прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. В отличие от многих руин, это место не было покинуто полностью, благодаря буддизму. Шок не в том, что Анкор-Ват построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Анкор-Ват кажется цивилизацией, что лишь замерла. Именно непрерывность делает тишину исчезнувшего имперского мира еще страннее. Башни храма темнеют и переходят в римские арки, построенные для зрелища и власти. Сверху Колоссеум выглядит нереально, будто история отказалась быть погребенной. Каждый шаг в Колоссеум уже не туризм, а вход в другую эпоху. Вблизи Колоссеум уже не легенда, а камень, шрамы и доказательства. Колоссеум когда-то был гигантской римской машиной для зрелища и контроля. Через Колоссеум прошли многие, но его история так никому и не принадлежала. Когда империя ослабла, отсюда выламывали камень для других строек в Ром. Шок не в том, что Колоссеум построили, а в том, что такое место оставили. Когда свет меняется, Колоссеум кажется цивилизацией, что лишь замерла. То, что он выжил, почти случайность, и это делает его современный символ еще сильнее. Арена пустеет и переходит в монтаж всех забытых городов, звучащих вместе. После 22 мест ясно одно – цивилизации исчезают, но их замыслы остаются. Эти ступени созданы для миллионов шагов, а теперь несут в основном ветер и мох. Природа не только разрушала эти города, во многих случаях именно она их сохранила. Люди, чьи имена мы знаем, редко создали самую глубокую часть загадки. Мы знаем даты, правителей и версии, но главное почему все равно ускользает. Многие из этих мест были не только красивы, их формировали защита, ритуал и опасность. Почти каждый потерянный город хотел стать бессмертным высказыванием, и камень это помнит. Запустение оставляет иной след, чем разрушение. Более медленный, холодный и человеческий. На каждый снятый коридор, возможно, есть другой, запечатанный, затопленный или рухнувший. Ночью эти города перестают быть разными и становятся разговором времени с памятью. Мы шли по руинам, которые история помнит, но самые опасные – пустоты на карте. Потому что где-то под лесом, песком, горами или морем еще ждет свой шанс другой город.